Друзья, всем привет! Сегодня, как и обещал, займемся изготовлением самодельных алмазных коронок огромных вот такого диаметра. Для этого я объездил кучу металлоприемок, подыскал подходящий цилиндр, диаметр его составляет 200 миллиметров. И уже успел его распилить, кучу дисков на это потратил, штук 15. Ну, как вы видите, заготовочки уже готовы. На одной даже осталось дно. Также приобрел диск для шлифовки бетона. Он у нас послужит донором для алмазных сегментов. Мы их отсюда извлечем и в будущем впаяем уже в коронку нужного диаметра. И немножко обточим. Кстати, друзья, хотел обратить ваше внимание, что такие алмазные сегменты уже готовые под пайку, причем гораздо большей высоты и необходимого вам радиуса, есть в свободной продаже. Все это можно купить на AliExpress. Ссылочки я оставлю в описании. Я бы заказал, просто не хочу долго ждать. Мне нужно сегодня и сейчас, поэтому я использую такой вариант. И давайте первым делом добудем алмазные сегменты. И уже можно отделять сегменты. Теперь очень важный момент. Нужно хорошенько протереть направляющие, чтобы, не дай бог, не осталось абразива алмазного здесь. Иначе им хана будет. Получилось 10 штук. Если первая коронка получится, поеду еще за диском. И вы видите, остался лишний металл на всех, который мы сейчас нагреем и устраним. Что-то у меня не особо получилось. Ну, попробую другим способом. Сошлифую. Все обточил, и можно уже прикинуть будущий вид коронки. Установил заготовку в патрон, постарался выставить, чтобы не было биения. И чтобы иметь возможность внутри растачивать, сначала мне нужно убрать вот эту фаску. Иначе я не могу зажать в патрон. Деталь для моего станочка просто огромная. Чтобы иметь возможность проточить ее снаружи, я немножко исхитрился. Развернул малую продольную на 90 градусов. Отодвинул назад на необходимую величину. Закрепил расточной резец. Вот выдвинул насколько нужно. И таким образом произвожу работу. Иначе поперечная подача просто не дает и упирается в деталь. Как-то так. Как вы видите, пришлось снять довольно-таки много металла. Дно я оставил толщиной 8 мм. Сейчас просверлю отверстие и сделаю проточку под вал. И дальше будем варить. Я придумал и решил сделать соединение вала и коронки на резьбе. Ну, в любом случае, всегда можно успеть его приварить.
Одна сторона готова, можно перевернуть на другую сторону. И осталось мне расточить внутри. Размечаю под сегменты. Всего будет, напомню, 10 штук. И теперь мне предстоит залудить припоем каждый сегмент по отдельности. Сначала нанесу флюс, немножко нагрею. На коронку я также нанес флюс. Впаиваем. Ребят, ну вроде все получилось, припаял все 10 сегментов. Насколько хорошо получилось, покажет практика. Надеюсь, ничего не отлетит. Прогревал как можно сильнее, насколько мне позволяет горелка с МАП-газом. Припой у меня медно-фосфорный с 15% серебра. Давайте поближе вам покажу, что у меня получается. Как-то так. Сейчас предстоит мне очень непростая операция. Все алмазные сегменты нужно проточить в один размер. Никогда такого не делал. Не знаю, какими резцами и что из этого получится, но постараюсь выполнить задание. Буквально сразу же пластина съедается. Ребят, выключили нам, рубанули свет в очередной раз, так что кофейная пауза у нас с другом сейчас будет. А ну признавайся, изголодался ты по кофе настоящему? Ребят, ну что я могу сказать? В общем, устроил я себе работку. Никакие пластины не берут. Только пластина попадает на алмаз, ее сразу выкрашивает. В общем, единственный вариант, как можно сточить эти сегменты алмазные, это болгарка и толстый диск. Сейчас покажу, как это происходит. Ну, как видите, уже достаточное количество пластин я обработал. Вот так это выглядит. А изначально они все вот такой толщины.
Процесс идет, глаза боятся, руки делают. Но вторую коронку я уже буду делать совершенно по-другому. Вот покажу вам вблизи, видно вкрапление алмазов. Естественно, алмаз ничто не берет, но получается болгарка стачивает металл вокруг постепенно. И вот эти алмазы, кусочки просто отсюда выкрашиваются. Вот таким образом и происходит процесс. Попробую дополнительно немножко шлифануть внутри. Все работы выполнены, еще немножко проточил и шлифанул. Можно сказать, что короночка готова. Получилось, ну, я считаю, очень хорошо. Конечно, я пошел очень сложным путем, но работа выполнена. Получилась просто королевская коронка. Моща. Кстати, чтобы обточить все сегменты в размер, потратил вот столько толстых дисков, где-то на 1500 рублей. Ну что, пошли сверлить? Я готов. После восстановления это вторая работа для станка и опять неординарная. Станок думает, куда я попал? Ну что поделаешь, такая мастерская. Стол я защитил фанерой, чтобы не поцарапать. Также есть фиксация кирпичей, чтобы не держать руками. Обороты я понизил. То есть повысил момент. И дополнительно понизил еще обороты частотником. Установил 20 Гц. Будем сверлить на низких оборотах. Посмотрим, как пойдет. Я повысил обороты. Дело, конечно, непростое. Строил я себе чехарду с перипетиями. Ну, раз придумал, раз взялся, надо уже доделывать. Ребят, ну, как я вижу, все получилось. Какой у нас диаметр? Проверяю, соответствует ли расчетному диаметру.
192 показывает, а мне нужно 193. Ну, посмотрим. Примеряем. Ну, вообще четко. Тут полмиллиметрика зазор. Ну, как раз таки это будет тепловой зазор. Думаю, все отлично. Опа. Сейчас кирпич склеен на суперклей вот здесь по центру. Когда я сделаю вторую коронку, сделаю второе отверстие, кирпич разъединится. Вот здесь на стыках клея нету. Друзья, впереди у меня много работы. Вторую коронку я сделаю совершенно другим способом. Специально для нее изготовлю шаблон. Заказал алмазные пластины уже нужного размера, нужного радиуса. По этому шаблону по месту буду паять. Думаю, гораздо быстрее все получится. В следующем видео подробно вам покажу. Спешить с плавильней не хочу, вроде все получается. Вам огромное спасибо за просмотр, за поддержку. На сегодня у меня все. Всем пока, скоро увидимся. А меня ждет уборочка. Да-да-да.